Каждую осень над просторами Северной Америки в небе разгорается тихий шторм. Миллионы бабочек-монархов поднимаются в путь длиною в тысячи миль. Эти хрупкие создания с крыльями размером в ладонь совершают одно из самых изнурительных и загадочных путешествий в мире природы. Они пролетают над равнинами, горами и даже морем, чтобы достичь узкого участка леса в горах Центральной Мексики, где их ждет зимовка. Это странствие не просто длинное, оно смертельно опасное. На этом пути им встречаются сильнейшие воздушные потоки, резкие перепады температур и штормы, с которыми не справились бы даже птицы. Особенно смертоносен участок над Мексиканским заливом. Там бабочки преодолевают десятки миль открытой воды, не имея возможности приземлиться. Малейший сбой, и они гибнут в волнах. Но все равно каждый год они летят. В небе, где не прощают ни ошибки, ни слабости. Монархи научились использовать ветер, как серферы. Они ловят потоки, двигаясь скользяще, экономя силы. Они чувствуют высоту, направление, влажность. Их полет — не хаотичное махание крыльями, а сложная стратегия. И все же, несмотря на эту потрясающую адаптацию, большая часть из них погибает в пути. Но самое невероятное — это не только их стойкость. Это то, что бабочки, отправившиеся в путь, никогда не доходят до финиша. Они умирают, не увидев цель. Конечный пункт достигают их потомки, рожденные уже в процессе миграции. Каждое новое поколение продолжает движение, как будто уже знает дорогу. Как может живое существо, появившееся на свет посреди пути, с точностью найти дорогу туда, где оно никогда не было? Кажется невозможным, что существо, не обладающее памятью в привычном нам виде, может точно следовать маршруту длиной в тысячи миль. Но бабочки-монархи делают это каждый год, поколение за поколением. Их путь от северных районов Соединенных Штатов и Канады через центральные штаты, включая Техас, к узкой зоне в Мексиканских горах. И этот маршрут повторяется с поразительной точностью. Нет ни одного живого проводника, который бы указывал путь. Те, кто когда-то знал этот маршрут, давно умерли. Но новые бабочки все равно находят нужную дорогу. Будто маршрут записан не на картах, а внутри их тел. Это древнее знание, встроенное в саму суть этих насекомых. Невидимый небесный коридор, по которому миллионы крошечных существ двигаются, будто управляемые невидимой рукой. Удивительно, но монархи летят не просто на юг. Они используют реальные ориентиры, положение Солнца, направление ветров, даже рельеф местности. Есть данные, что они способны ощущать слабейшие изменения магнитного поля Земли. Как маленькие живые навигаторы, они следуют невидимой тропе, а природной географии, считываемой через биологические сенсоры. И все же, как они делают это без ошибок? Как поколение, не видевшее старта, находит финиш? И не один раз, а снова и снова. Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что именно скрывается в их крошечном мозге. Размер мозга бабочки-монарха не превышает булавочной головки, но его возможностей достаточно, чтобы справляться с задачами, которые не под силу даже многим современным технологиям. Внутри этого микроскопического органа целая система навигации. Она включает в себя внутренние часы, солнечный компас и, как предполагают ученые, чувствительность к магнитным линиям Земли. Монархи способны определять свое положение по Солнцу даже в облачную погоду. Они ориентируются не только по направлению света, но и по его углу в разное время суток. Это требует синхронной работы зрения и внутренних биологических часов. Малейшее смещение, и вся траектория полета меняется. Тем не менее, миллионы бабочек делают это без ошибок. Некоторые исследователи полагают, что мозг монарха считывает и запоминает геомагнитные подписи местности, как если бы каждый участок Земли имел свой запах или вкус. Именно так бабочки могут узнавать точки, которых они никогда прежде не видели. Это не память в привычном смысле, а биологическая навигационная система, встроенная в саму структуру мозга. Но, как ни странно, этой навигации недостаточно. Монархи умирают в пути. Чтобы завершить путешествие, нужно нечто большее. Нужно продолжение жизни уже в дороге. Миграция монархов — это не просто путешествие, это эстафета жизни и смерти. Бабочки, вылетающие осенью с севера, не добираются до Мексики. Они умирают в пути, но успевают оставить потомство. Их дети продолжают путь, а затем ссат их внуки. Вся дорога разбита на этапы, каждый из которых проживает новое поколение. Это кажется безумием. Зачем природе миграция, которую не может пройти ни один живой участник целиком? Ответ в стратегии выживания. Монархи используют смену поколений как способ преодолеть путь длиной в месяцы. Поколения, рождающиеся летом, живут не больше месяца, но осеннее сверхпоколение особенное. Эти бабочки живут до 8 раз дольше обычных. Они-то и добираются до Мексики. И все же даже они не успевают вернуться обратно. Весной они умирают в Мексике, оставив новое поколение. Их дети снова летят на север, где снова рождаются бабочки, которые уже никогда не увидят ни южных лесов, ни родителей.
И все же они будут знать дорогу обратно. Это как будто бы живое послание, передающееся не словами, а через кровь и крылья. В этой цепи жизни нет места случайности, но как именно они находят путь, не зная ни поворотов, ни ориентиров? Создается впечатление, что у монархов есть внутренняя карта, не на бумаге, а прямо в теле. Они точно знают, куда двигаться, как будто маршрут заложен в их генах. Современная наука подтверждает, монархи обладают биологическим компасом, позволяющим ориентироваться по Солнцу, а также улавливать магнитное поле Земли. При этом они не просто летят в общем направлении. Они корректируют маршрут, огибают горы, следуют за направлениями ветров, избегают препятствий. Все это без обучения. Бабочка с рождения запрограммирована на дорогу, которую пройдут ее крылья. Это как GPS, встроенный в генетический код. Интересно, что даже при пересадке личинок в другую местность выросшие бабочки все равно летят туда, куда должны. Это доказательство того, что знание маршрута не приобретается. Оно врожденное. Но насколько точной может быть такая карта? Ответ кроется не только в их теле, но и в месте, где завершается это великое путешествие. Место, куда бабочки летят сквозь штормы, и смерть уже ждет их. И там происходит нечто, от чего замирают даже те, кто всю жизнь изучает насекомых. Высоко в горах Сьерра-Мадре, среди влажных хвойных лесов, происходит то, что многие называют чудом природы. Именно здесь заканчивается великая миграция монархов. Миллионы бабочек слетаются в узкую зону мексиканских лесов, и кроны деревьев превращаются в живые, дрожащие ковры. Воздух наполняется шелестом крыльев. Это не просто красивое зрелище, это кульминация древнего пути, который завершает лишь одно — долгоживущее поколение. Почему именно это место? Высота, влажность, стабильная температура — все идеально подходит для зимовки. Деревья аюбель, сосны и абиеса создают уникальный микроклимат. Здесь не слишком холодно, чтобы замерзнуть, и не слишком тепло, чтобы расходовать лишнюю энергию. Монархи замирают на ветвях, почти не двигаясь. Месяцы проходят в полусне. Кажется, что природа подарила этим существам не просто пристанище, а священный храм. Местные жители действительно считают этих бабочек символами духов. Для них прибытие монархов — знак начала Дня мертвых, праздника памяти усопших, и бабочки, по их верованиям, это души предков, вернувшиеся с небес. Это место дышит тишиной, древностью и тайной, но даже здесь, в этом раю, монархов подстерегает нечто темное. Для ученых мексиканские леса — объект исследования, для экологов — зона тревоги, а для местных — территория легенд. Здесь среди тихих деревьев ходят странные слухи. Говорят, если бабочки опаздывают, зима будет тяжелой. Если прилетят рано, случится бедствие. А еще верят: не тронь монарха, потревожишь душу усопшего. Некоторые мифы говорят, что бабочки появляются из земли, не рождаясь, как обычные насекомые. Другие утверждают, что они несут послание от богов. Но за романтикой скрывается страшная реальность. Монархи здесь в опасности. Каждый год леса редеют. Деревья, дающие бабочкам защиту от холода, вырубаются. Температура колеблется, появляются дожди. Любое отклонение от идеальных условий может убить миллионы насекомых. Один неожиданный ливень или заморозок, и вся колония погибает, слетев с деревьев раньше времени. И это не предсказание, это уже происходило. В некоторых сезонах гибла почти половина всей популяции, и виновата не только природа. Миграция монархов как марафон через минное поле. На каждом этапе бабочек подстерегают опасности. Естественные враги, погодные катаклизмы, нехватка ресурсов — все это сокращает шансы дойти до цели. Особенно уязвимы бабочки на юге США, где они пересекают дороги, фермерские поля, территории с плотной застройкой. Хищники, такие как птицы и мыши, научились распознавать моменты, когда бабочки уязвимы. Некоторые из них даже приспособились питаться именно теми участками тела монарха, где нет токсинов. А ведь эти токсины — единственная защита бабочек от большинства врагов. Они получают их еще в гусеничной стадии, питаясь молочаем, ядовитым растением. Но даже эта защита не спасает от главного врага. Им стал человек. Все чаще маршрут бабочек проходит через зоны, где исчезли цветы, деревья, источники воды. Где когда-то были поля молочая, теперь бетон и монокультура. Монархи теряют топливо для полета и место для отдыха. Но есть враг куда коварнее и невидимее. Он сидит в самом сердце современного сельского хозяйства. Химия, созданная для увеличения урожая, стала ядом для миллионов бабочек. Пестициды и гербициды — вот главные убийцы монархов в современном мире. Особенно опасны гербициды, уничтожающие молочай, единственное растение, на котором растут гусеницы монарха. Проблема усилилась с началом активного выращивания ГМО-культур, устойчивых к гербицидам. Теперь фермеры могут распылять химикаты без ограничений, уничтожая все, кроме посевов. В результате молочай почти исчез с полей США.
а вместе с ним и миллионы будущих бабочек. Даже те, кто выживает, накапливают в теле токсины. Эти вещества ослабляют их крылья, влияют на ориентацию, уменьшают шансы на выживание. Ученые уже зафиксировали случаи, когда бабочки просто не могли взлететь. Они выглядели здоровыми, но были обречены. Проблема не в одной химии. Проблема в том, что человечество превращает Землю в пустыню, по которой невозможно лететь. Каждый участок дороги, пройденный монархом, все чаще сталкивается с бетонными коробками, асфальтом, проводами и машинами. Урбанизация буквально вырезает участки миграционного маршрута. Это не просто мешает, это уничтожает связующую ткань Великого пути. Бабочки больше не могут отдыхать в прежних местах. Их встречают не поля и луга, а парковки и склады. Цветы, дающие нектар, исчезают. Пылевые бурь и искусственный свет сбивают их с курса. А глобальное потепление делает привычные климатические ориентиры бесполезными. Парадокс в том, что бабочки все еще пытаются лететь. Они следуют древней программе, не зная, что мир вокруг уже изменился. Иногда это приводит к массовой гибели, когда целые рои оказываются в ловушке, без воды, пищи, тени. Но, несмотря на все это, монархи продолжают миграцию. И у ученых появился способ понять, как именно они делают это и где они сейчас находятся. Чтобы понять, куда летят бабочки, сколько их осталось и как меняются их маршруты, ученые разработали удивительно тонкие методы слежения. Один из них — маркировка. Маленькие стикеры с уникальным кодом приклеиваются к крылу бабочки, настолько легкие, что не мешают полету. Эти стикеры позволяют отслеживать перемещение конкретных особей по всей Северной Америке. Существуют целые добровольческие движения, где тысячи людей по всей стране ловят бабочек, помечают их и выпускают. Когда таких помеченных монархов находят в Мексике или по дороге, это помогает восстановить маршрут, оценить темп миграции и общую численность популяции. Помимо этого применяются радиопередатчики весом меньше рисового зернышка. Эти устройства позволяют в реальном времени отслеживать отдельных бабочек с помощью спутников и антенн. Благодаря этим данным стало ясно, что монархи могут за день преодолевать до 80 миль, если ветер на их стороне. Отслеживание стало еще важнее на фоне климатических изменений. Ученые фиксируют сдвиги в маршрутах, смещение сроков миграции и даже попытки бабочек зимовать в новых местах. Это не про тот, это не просто статистика. Это сигналы о том, что их мир, а значит и наш, меняется. Но, несмотря на все технологии, в истории монархов до сих пор остается место мифам, которым не могут объяснить даже ученые. Многие культуры видят в бабочках не просто насекомых, а вестников и символы. В Мексике, например, бабочек-монархов считают душами умерших, вернувшимися на землю. Их прилет совпадает с праздником Дня мертвых, и местные жители украшают алтари изображениями бабочек, оставляют для них цветы и пищу. Некоторые индейские народы верили, что монархи — это посланники богов, которые приносят вести о будущем урожае, погоде или судьбах племени. А в древних легендах Центральной Америки говорится, что монархи — это крылатые духи, охраняющие границу между мирами живых и мертвых. Даже сегодня, зная биологическую подоплеку миграции, люди продолжают видеть в этих существах нечто большее. И, возможно, они правы. Ведь не каждый день встречаешь существо, которое преодолевает тысячи миль, не зная дороги, и все равно возвращается туда, где его никогда не было. Эти легенды не только поэзия. Это знак того, насколько глубоко монархи вплетены в культуру, в человеческое сознание, в само ощущение связи с природой. Но смогут ли они выжить в мире, который забывает, как к ним относиться? Бабочки-монархи стоят на грани. Их численность за последние десятилетия упала в разы. Исчезают молочи, вырубаются зимовочные леса, изменяется климат. Ученые бьют тревогу. Если не вмешаться, миграция может прекратиться. И это будет не просто потеря красивого вида, это будет потеря одного из самых поразительных природных явлений на планете. Но есть и надежда. В некоторых штатах люди начали специально высаживать молочай вдоль дорог, в садах, на обочинах. В Мексике охраняются леса-зимовки, а движения добровольцев по маркировке и наблюдению за монархами становятся все более массовыми. Монархи — это напоминание о том, что даже самое крошечное существо способно на великое. Их крылья несут не только генетический код, но и символический вес, упорство, движение вперед, связь между поколениями. Их путь — это история не о бабочках. Это история о жизни, передающей себя дальше, несмотря ни на что. И может быть, если мы сохраним их дорогу, да, мы сохраним и свою.